Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова. Это подкаст «Украина. Что происходит?». Сегодня наш подкаст выходит не как обычно в виде новостного выпуска, а в виде интервью. Мы решили поговорить о том, к чему идут мирные переговоры. И главное, насколько продуктивны усилия американской администрации в этом направлении. В предыдущем выпуске нашего подкаста мы рассказывали о подписанном в среду соглашении по редкоземельным ресурсам между Украиной и США. В Киеве этот документ восприняли как сигнал долгосрочной поддержки со стороны Вашингтона. О том, на какой стадии сейчас переговоры, насколько сильны миротворческие амбиции Дональда Трампа и о том, у кого ключ от справедливого мира, мы поговорили с политологом и психологом, это немаловажно в контексте нашей беседы, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Эрик, на этой неделе отмечалось 100 дней президентства Трампа. Даже я знаю, что в Москве это довольно широко отмечали, там целую конференцию этому посвятили. Если все-таки серьезно так говорить о достижениях этих 100 дней, именно в контексте войны России против Украины, чего удалось добиться американской администрации, чего не удалось добиться? Я в прошлом месяце говорил студентам, давал такое сравнение: шаг вперед, 2 шага назад, но поменял точку зрения. В последнее время я говорю гигантский прыжок вперед и потом отход назад. Мы видим по всем направлениям у Трампа гигантский скачок или попытка скачка такого вперед, политического скачка и изменений. Потом смотрим, идет волна, связанная с либо неисполнением его указов на местах, либо же с судебными процессами, либо просто ему, многие, как в бизнесе говорят, что мистер президент, это не пройдет у нас. В отношении войны всем понятно, думаю, это не секретно. На все станции и все наши агентства, начиная от левых, до правых и центристских, говорят, что действительно он поторопился, сказав в один день. Да? Но зная Трампа и как он заявляет, мы все прекрасно уже понимаем, лучше понимаем, по крайней мере, что Трамп сказал: делим на 100. В этом плане. И разные метафоры ходят, и мимы возникают, как его интерпретировать и тому подобное. Да, понимаю его угрозы, но не понимаю буквально. Или нет, понимаю его буквально, не понимаю буквально, но не понимаю угрозы. То есть мы уже запутались как бы. И вот тенденция и традиция. Да, сделать все. Вот мы в этой неделе утром просыпаемся и проверяем, что случилось и что было сказано. В 6 часов утра уже администрация выступает и утверждает. Надежды были, опять-таки, к среде надежды вроде упали. Вот заголовки, опять-таки, смотрим, что американская администрация рассматривает уход с переговоров. И в четверг, в пятницу произойдет, мы опять посмотрим. Американская администрация обратно пришла. Американская администрация не приходит. А Рубио, госсекретарь, сказал в среду, что Америка в внешней политике преследует 3 главных цели. Понимай, как хочешь, но я скажу, как аналитик, как человек, который читает этот курс лекций американской внешней политики. Сказал, американская внешняя политика основана на 3 принципах. Все хорошо, если это гарантирует безопасность Америки. Все хорошо, если это гарантирует американскую силу, прогресс. И все хорошо, если это входит в американский интерес. То есть, в принципе, это связанные темы, то есть хорошо нашим интересам. Ни слова не было сказано, а что если помощь бескорыстная в этом плане? Наверняка он, когда будет комментировать, скажет: мы помогаем, если увидим угрозу американским интересам в какой-то мере. И, по крайней мере, сегодняшняя позиция в Украине не поставлена в эти рамки угрозы американским интересам. Ведь европейцы, они же как рассматривают конфликт, войну происходит в Украине, это как трагедия для Украины и для России тоже. Тоже трагедия для Европы. Да, для них это абсолютно однозначно, что это угроза Европы, и они не раз говорили, что следующими будем мы, если разрешить Путину делать все, что он хочет. А вот вы говорите, что получается такая запутанная ситуация с действиями американской администрации, которые порой трудно понять. Дональд Трамп специально запутывает нас, или это так получается случайно, и он просто плывет по течению? Я сравниваю Трампа с одним из персонажей русских народных сказок. В Америке студентам трудно это объяснить, и это не доходит до них. Но я сравниваю его с Балдой из сказки об работнике Балде. В принципе, даже в хорошем контексте. Потому что сделал Балда? Вспомним. Он пришел к морю и начал лупить по нему веревкой. Трудно представить, почему море взволновалось, но взволновалось. И вышел оттуда черт. То есть и черт начал переговариваться с Балдой.
Конечно, простят меня сторонники Трампа, я никакого не имел здесь слова умысла, значит, приходить здесь и начинать антитрамповскую пропаганду. Но вот, говорю объективно. Вот такая позиция, которая вырисовывается, и мы смотрим в комментариях. Давайте что-то сделаем, посмотрим дальше. Может быть, история так вот рассудит нас через год, через два. Мы будем писать статьи, говорить на «Голосе Америки» снова, на радио «Свобода». Да, вот видите, что мы ругали Трампа, на самом деле он замутил воду. И что получилось? Черти-то вылезли все и начали переговариваться с ним. Поэтому я считаю, что это черта его характера. Как политический психолог скажу, что мы видим эти черты, хотя Трамп уже вроде человек должен быть мудрый и достаточно зрелым в возрасте, но вот в зрелом возрасте черты молодого человека, они всегда кристаллизируются. И вот эта вот черта, в принципе, скажу опять-таки, прораб на стройке. Вот это работает. Прийти, всех разогнать, увольнять половину, потом принять на работу снова и сказать, если бы не пришел бы, никто бы ничего не делал бы. Может быть и так, а может быть и не так. Да, проверить-то нельзя. Проверить нельзя. Сказать это очень легко. В истории экспериментов нет. Насколько сейчас Дональду Трампу вот на этом этапе переговоров, на этом этапе всей этой истории вокруг мирного урегулирования важно быть миротворцем, по-прежнему важно? Важно, как любой политик, он или она, они заботятся о своем наследстве политическом. Разговор о том, что Трамп мечтает о Нобелевской премии мира, да нет, он презирает Нобелевский комитет, честно говоря, как человек, который противится традиции интеллектуализма вот в политике, в истории, то есть это он их терпеть не может. Ему это, как говорится, до лампочки эти призы, но вот войти миротворцем, конечно, для него это очень важно. Хотя, спросите, дорогой профессор, откуда вы знаете все это, что вы там говорите нам? Мы видим по его высказываниям, по его намекам, по оговоркам. Вот. Я вот самое лучшее, что было со мной. Что было со мной, это, если бы не случилось бы, это бы случилось, если бы был бы я. Это повторение такого. Как бы форма самоподтверждения в некоторой степени. То есть, может быть, это некоторые индивиды так вот подтверждают, что себя успокоить, если не уверены, или просто подтвердить для других свою собственную значимость. Это важный пример самоуспокоения для многих людей. И, видимо, Трамп эту позицию, Ксения, принял сегодня. Но вы знаете, вот многие заметили, в том числе и психологи, такую особенность политической коммуникации Дональда Трампа, что он, по сути, зеркалит то, о чем он говорил вот с последним собеседником, последним по хронологии. Вот поговорил он с Зеленским, встретился он с Зеленским, и он вроде как уже показывает какую-то благосклонность и к нему, и говорит, он вроде как и ведет себя получше, и по отношению к Украине он смягчает позицию. Потом какой-то контакт произойдет с Путиным, и он транслирует более пророссийскую позицию. Что это за особенность? И именно в контексте России и Украины, где мы видим настоящего Трампа? Этот феномен мы еще замечали у Трампа, помню, даже обсуждали на «Голосе Америки» еще в 2017 году, в 2018, в то время. Как говорится, переводя с английского языка, кто владеет ухом Трампа, тот влияет на его решение. То есть, кто может насоветовать, нашептать последнее. И существует мнение в Вашингтоне уже долго, что он очень слушает своего сына Эрика и свою дочку. Поэтому он с ними общается чаще всего, и вот то, что происходит в его голове, это от них тоже исходит. Причем люди, они не глупые, люди весьма продвинутые. Феномен вот этого вот последнего собеседника, он тоже известен в возрастной психологии. Я просто в виде шутки скажу, что там мать 3 детей говорит, что вот мой средний сын пообщается со старшим, неожиданно умнеет. Пообщается с младшим, начинает глупеть в этом плане. Поэтому многие родители это знают. Смотри-ка ты, да, побыл только полдня с малышами, и все, поглупел, на них уровень опустился. Где настоящий Трамп? У Трампа, на мой взгляд, серьезное проявляется его поведение нарушение феномена внимания. То есть называется по-английски attention deficit hyperactivity disorder. То есть нарушение внимания и гиперактивность. Это не мешает ни детям, ни взрослым функционировать особенно, но может и мешать. То есть уровень внимания сдвинут вот в этот промежуток времени. 30 секунд поговорили, все. Я с Ксенией Турковой поговорил и пошел рассказывать моим студентам. Завтра поговорил с другим корреспондентом, репортером. Все, я уже их точку зрения высказываю. Вот это, видимо, и есть. Постоянство, непостоянство. Это вот поведение Трампа. Есть какие-то у него идеи, которые у него в голове сидят. И дальше, действительно, куда подует ветер, внутри системы его ценностей, которые существуют.
Но если мы все хотим справедливого мира и, конечно, окончания войны, то, может быть, каким-то образом вот так сделать, чтобы он больше общался с теми, кто способствует, склоняет его к наступлению этого справедливого мира, а не к тем, кто продолжает бомбардировки мирных жителей. Вы понимаете, о ком я говорю? Да, да. Позиция Трампа очень разочаровала и сторонников его, и тех, кто дал ему шанс, те, кто не голосовал или, по крайней мере, проголосовали, типа, давайте посмотрим еще раз. Я думаю, что такого не было. Опрос общественного мнения, такие вопросы сложно сформулировать. Вопрос такой, ты Трампа не любишь, но дашь ему шанс просто посмотреть. И многие люди верили, что, все-таки, человек, скажем, старик уже, что вы там, господа, наверное, он уже изменится, но ему нужен покой, мудрость, все, он был такой во время кампании при выборах, но он продавал себя, продал свой бренд и начал теперь быть разумным, мудрым политиком, все разумные и добрые. Но этого не получилось. Не получилось этого у него. И поэтому, разочаровавшись в его подходе, мы видим все-таки здесь такая вот интересная психологическая собственность стоять до последнего за теми, кто тебе нравится. Допустим, мы смотрим по поводу Израиля. Я аналогию к Украине проведу. Ведь в Америке, несмотря на изменения, которые происходят в общественном мнении, в основном изменения отношения к Израилю происходят на уровне молодых людей. И в молодых людей, очень молодые когорты людей, а в целом мнение по поводу Израиля всегда было позитивное и остается позитивным. Людей старше 28 лет и дальше. И то, что происходит в Газе сегодня, понимаем, что тысячи людей там гибнут, понимаем, что там происходят непростые вещи. Но в общем и целом американцы говорят, что делать? Видите, Хамас ведь полез, и получили свое. И почему-то та же самая логика каким-то образом оказалась доминирующей в голове у Трампа. И вообще было шокирующее высказывание у большинства из нас, буквально с моими коллегами, которые и на правом крыле политического спектра, и на левом. Как можно сказать так, что Украина виновата в том, что Россия напала? То есть это просто мы уже перемалывали уже в течение 3 месяцев. Как же так можно сказать? Видите, такая же аналогия. Хамас-то ведь виноват. Я об этом говорю в классах, мы обсуждаем, и многие студенты, юноши и девушки, которым 20-25 лет, многие из них как раз этого арабского происхождения. У нас огромная диаспора, сирийская, иракская, палестинская, в Вашингтоне огромная диаспора. Они с трудом, может, по-арабски говорят, они родились здесь уже. Но они симпатии высказывают по поводу Палестины, и мне говорят, что, профессор, вы не понимаете ситуацию, хотя вы понимаете, но вы не понимаете эмоциональность. Мы-то арабы, понимаете, и мы видим, что это все справедливо, за что мы боремся. Но Хамас – это террористическая организация, им говорю. Да, мы понимаем, но видите, то есть эта логика перекинулась на Трампа. Я никогда не был сторонником теории заговора, а вдруг что-то есть на Трампа, у Путина, на которое Трамп дал ему честное слово, честное, благородное слово джентльмена, что он не будет вмешиваться в российские дела, и только что Путин не выдавал эту информацию. Я не верю в эту теорию. Но начинаешь думать, что вдруг что-то есть, какое-то нежелание каким-то образом обидеть президента России. Мы знаем, один остался переговор по ядерным вооружениям. Не думаю, что из-за этого, из-за боязни, что Америка не подпишет договора с Россией, не продлит договор, давайте-ка не будем с ними общаться и ссориться. Немножко странно здесь. Действительно трудно объяснить с точки зрения рационального анализа политики, рационального анализа человеческого поведения. Насколько серьезны угрозы американской администрации выйти из переговоров? Серьезно, они могут объявить буквально 1 мая, 2 мая, и потом снова 5 мая вернуться. Вот что непонятно. Вот что и беспокоит, и волнует людей в бизнесе, и в политике, и нас. Я работаю в университете, и наше финансирование зависит, не полностью от Белого дома, но и частично есть, и федеральные фонды есть. Действительно, сегодня принято решение, завтра мы не знаем, будет ли отменено. Угроза действительно серьезная. Мы говорим в начале недели до 1 мая, а может быть, все это и будет так. Но опять-таки это демарш, и европейские дипломаты неоднократно мне говорили, особенно из стран, которые находятся ближе к России, чем дальше географически, что, может быть, даже и хорошо, что теперь Европа проснется наконец-то, и мы будем тратить больше, будем более обеспокоены делами, и не только потому, что Россия так близко, а потому, что мы должны все-таки понимать, что такой сейчас период истории. Мы должны концентрироваться и платить больше на нашу оборону, и должны это делать. И хорошо, что Америка пока временно отстраняется, мы сделаем что-то сами в этом плане.
Вы знаете, мы на этой неделе рассказывали о том, что главный раввин Украины записал песню, такой клип выпустил с воззванием к Дональду Трампу на английском языке. И вот он в этой песне говорит, по сути, о том, что у Дональда Трампа ключ к справедливому миру. Вы с этим согласны? Ну, воззвание раввина, конечно, оно воззвание, и, естественно, и религиозные лидеры, они должны таким образом обращаться к правителям. Наверное, Трампу будет лестно, у него большая часть семьи еврейского вероисповедания, его дочка замужем за Кушнером. Я думаю, что каким-то образом, может быть, на это как раз и рассчитано. Наверное, многие из нас, или хотя бы некоторые из нас, кто действительно болеют за мир и хотели бы мира как можно быстрее, наверное, мы сделали все возможное, чтобы таким образом повлиять на Трампа. Кто знает. Кто-то прочел, кто сказал ему один кирпичик в стене или одна капелька, которая потом поломает барьер недоверия и тому подобное. Я за такие вещи. Я за музыку, и за стихи, и за послания. Хотя, конечно, их влияние не измерить, но часто бывает так. Вот посмотришь, и вот действительно так произошло. Но однозначно сказать, что ключ от мира у Трампа нельзя. Я не думаю. Но это вопрос, конечно, системный. Что сделал Кремль и в 2014 году, и после 2022 году, это, к сожалению, надолго. То есть посеял те ростки ненависти и обиды, которые действительно сложно будет каким-то образом пересадить или чем-то заменить. Нам придется долгие годы все расхлебывать, что было сделано. И фактически из ничего. Личные амбиции, психические заболевания, которые мы не можем определить в головах лидеров, и свои междоусобности. Мы будем об этом долго говорить и обсуждать, что же привело к этому беспощадному, трагическому решению страны России. Но нет, Трампа есть ключ, но это, знаете, как у сейфа, там несколько ключей, поэтому необходимо и другие, чтобы это решить. Но один из ключей у него есть, конечно, мощный ключ. Это было интервью с политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.